предыдущих видео мы работали с эпоксидной смолой, залили столешницу в виде ракушки, а также залили жемчужину для нашего проекта, а сегодня мы будем обрабатывать эпоксидную смолу. Ну что, наступил уже 5-й день после того, как мы залили эпоксидную смолу. Температура в гараже за это время не поднималась больше 8 градусов тепла. И вроде бы она уже подзастыла, и мне хотелось бы ее взять и отнести в дом, где тепло, чтобы она быстрее застыла. Но есть один такой маленький нюанс, о котором я сейчас вам расскажу. Вроде бы смола уже достаточно застыла для того, чтобы можно было переносить ее в теплое помещение, чтобы она там быстрее достигла своей максимальной твердости. И вот в похожей ситуации мне показалось, что я уже могу переносить деталь. Не помню, что это я заливал. Я пришел в мастерскую, потрогал и думаю, ну уже достаточно, она затвердела. Можно нести в теплое помещение, и она там быстрее застынет. И когда я установил, прихожу через 2 часа и смотрю, вся поверхность у меня поплыла, потому что там не было уровня, а здесь-то она по уровню стоит. И вся такими волнами прям стала заготовка, потому что стекла в одну сторону. Я в жизни не мог подумать, что вот в таком виде, вроде бы твердом, она может поплыть. Поэтому имейте это в виду и ждите до полного застывания смолы. Итак, друзья, сегодня на диване Виталия с книгой не будет, потому что ретроградный Меркурий у нас начался с того, что проект, который мы монтировали целую неделю, у нас сегодня в субботу удалился, и мы в спешном порядке все монтируем заново. И чтобы вам было что рассматривать, пока я говорю умные вещи, я притащила с собой свое вязание. Друзья, мы получили такой огромный отклик на наши вопросы, чтобы вы поделились своими хобби, увлечениями, своими проектами, творчеством, которым вы занимаетесь, что мы решили сделать вам еще одно предложение. У нас на канале есть вкладка «Сообщество», и мы открыли доступ для всех. Мы предлагаем, и нам очень бы хотелось бы увидеть ваши работы творческие, или кто-то вот написал, любит ездить на велосипеде, снимает природу. Вот я, например, фанатею, особенно летом, снимать небо, различного рода облака, маматусы, аспиратусы, шкваловый ворот. Делитесь, напишите под вашими работами, вашими фотографиями, кто вы, из какой вы страны. Вы гарантированно получите от нас отклик обязательно. У нас как бы образовывается такое сообщество по интересам, почему бы и нет. В общем, мы будем очень ждать, и нам очень интересно не только услышать и почитать о ваших увлечениях и ваших творческих проектах, но и увидеть это. Ждем. Все классно, ты сказала, все прекрасно, только ты вообще не сказала, что вы можете в этом сообществе брать и публиковать свои работы. Я же сказала, что мы открыли доступ, выкладывайте. Виталий переживает, что я очень непонятно сказала, поэтому я продублирую. На нашем канале есть вкладка «Сообщество». Мы открыли доступ для вас. Вы можете самостоятельно заходить туда и публиковать свои работы с подписью, что это, кто вы, откуда и так далее. Надеюсь, сейчас это понятно. Прежде чем мы приступим к обработке поверхности, я расскажу несколько нюансов для тех, кто только начинает работать с эпоксидной смолой. Когда мы заливаем эпоксидную смолу, поверхность ее после заливки идеально ровная и гладкая. И те, кто только начинают работать с этим материалом, они думают, что такая поверхность после застывания и останется. Какой бы вы слой ни наливали, как бы вы ни старались, после застывания поверхность эпоксидной смолы никогда не будет ровной. Единственный момент, когда она может быть ровной, если вы заливаете где-то 1 мм эпоксидной смолы.
Это используют мастера, которые создают картины из эпоксидной смолы. Там не нужно какие-то шлифовки, фрезеровки, то есть она будет ровная. Но если вы заливаете сантиметр, 2 сантиметра, 3 сантиметра, там 5 сантиметров, поверхность эпоксидной смолы после застывания всегда будет вот такими волнами или буграми. И, естественно, поверхность нужно шлифовать, фрезеровать и полировать в дальнейшем. Второй момент. Когда смола полностью застыла и вы начинаете ее обработку в холодном гараже или в холодной мастерской. Вот как у нас сейчас, например, на улице температура ночью опускается до минус 28, а днем держится минус 15. В гараже работает небольшое отопление и температура там, примерно плюс 7 градусов, там плюс 5, плюс 7. Дальше мы включаем обогреватели и работаем при температуре где-то плюс 15. После того, как я с ней поработаю, я уношу ее на ночь домой в теплое помещение, потому что в гараже основное отопление я отключаю. И, естественно, температура понижается примерно там до плюс 5. Если же я на ночь оставлю заготовку при температуре плюс 5 или там 0, к примеру, то ее очень сильно выгнет от холода. Потому что смола боится как высоких температур, ее там гнет, коробит, и она там гнется по-всякому. Также она боится и холода. И когда вы, допустим, делаете какую-то деталь, там, смола плюс дерево, то смолу может выгнуть так, что дерево даже может от нее отслоиться. Или как в нашем случае, у нас подложка из пенопласта, ее может просто выгнуть так, что она даже может отслоиться от смолы из-за того, что будет деформация в холодном помещении. Это имейте в виду всегда. Температурный режим соблюдайте. Просто некоторые заказывают эпоксидные столы для беседок, чтобы летом там сидеть с друзьями, там пить пиво, отдыхать, там шашлыки жарить и там орать летом на всю улицу. Если в тени в беседке, да, это нормально, она все лето простоит, но на зиму обязательно берете эту столешницу и уносите в теплое помещение. В беседке на зиму ее оставлять нельзя. Даже если беседка закрытая, там остекленная, но отопления в ней нет, тоже оставлять нежелательно, потому что будет ее там коробить, это 100%.
То, о чем я сейчас расскажу, тема, конечно, уже избитая, и многим она будет неинтересна. Особенно тем, кто уже там научился все это делать и хочет смотреть больше процесс и меньше разговоров. Но мы с вами будем думать не только о себе и о своих хотелках, но и о тех людях, которым эта информация будет полезна. Особенно о подрастающем поколении, которые только стали на путь созидания и еще ничего не знают толком и ничего не умеют. По сей день нам поступают вопросы, почему не получается отполировать смолу до идеально зеркального блеска. Смола остается мутной и на ней видны царапины от наждачки. Можно, конечно же, изучить огромное количество технической информации, посмотреть много видео разных, но я вам сейчас прямо в самом начале раскрою главный секрет для достижения блестящего результата в этом деле. Секрет прост. Это сразу на начальном этапе приготовиться к очень долгой и терпеливой работе с полнейшей самоотдачей на каждом этапе шлифовки поверхности эпоксидной смолы. После того, как мы выровняли и отшлифовали поверхность эпоксидной смолы грубыми наждачками, мы начинаем шлифовать поверхность наждачной бумагой с крупностью зерна 240 с обязательным добавлением воды. Затем у нас идет наждачная бумага с крупностью зерна 320. После этого мы берем наждачную бумагу с крупностью зерна 400. Затем крупность зерна 600. И после 600 у нас идет наждачная бумага крупностью зерна 1000. При шлифовке наждачной бумагой до 1000 включительно нужно проявить особое усердие и терпение. Дело в том, что каждым последующим номером наждачной бумаги вы должны убрать абсолютно все царапины от предыдущего номера. И отнестись к этому нужно очень серьезно. Не так, что взял там, шлифанул там 5 минут, посмотрел, вроде бы все нормально. А нужно взять, отшлифовали, вымыть поверхность всю, просушить ее, ну там воздухом из компрессора или там насухо вытереть. И взять фонарь и с фонарем смотреть, освещать и где смотреть царапины. Увидели где-то царапины, берете и шлифуете опять, пока не исчезнут абсолютно все дефекты. Обычно остаются такие царапины в виде таких барашков. Если вы не убрали вот эти вот царапины, барашки от крупности зерна, к примеру, 320, то уже 1500 зерном вы никогда их не уберете. И тем более полировкой вы их тоже не уберете. Потому что некоторые думают, что вот я тут отшлифовал, сейчас я тут пасты навалю и отполирую, и все будет нормально. Да, вы ее отполируете, она будет, ну, как бы блестеть. Но когда вы посмотрите на свет, все вот эти царапины, они абсолютно будут все видны. И вот когда вы уже дошли до крупности зерна 1000, здесь нужно проявить особое усердие и внимание. Отшлифовали 1000-й наждачной бумагой, помыли, высушили и просмотрели на момент каких-то там дефектов или царапин. Если никаких крупных царапин или дефектов нет, то тогда продолжаем шлифовать наждачной бумагой с крупностью зерна 1500. Эта наждачная бумага, она уже будет доводить поверхность, ну, до такого уже более идеального состояния. После наждачной бумаги 1500 мы берем уже такие мягкие круги с крупностью зерна 2000 и 3000. И этими уже мягкими кругами мы доводим, ну, можно так сказать, до совершенства шлифования. И только после этого можно будет приступать к полировке. Когда вы закончите шлифовку поверхности вот этим мягким кругом 3000, то поверхность у вас уже должна быть практически прозрачной, и она должна уже блестеть. И уже вот по такой вот поверхности полировка для вас покажется каким-то сказочным приключением, по сравнению, конечно же, со шлифовкой. И теперь коротко о материалах, которые я использую для полировки поверхности. Полирую я пастой 3M, вот ее номер. Это однопроходная паста, то есть ей одной можно добиться уже зеркального блеска поверхности. Конечно, вы можете проэкспериментировать с другими производителями паст. Есть у этого производителя также двухпроходные пасты, трехпроходные. Что это значит? То есть
За первый проход там крупность зерна более крупная, вы полируете. Вторым проходом там крупность зерна более мелкая, тоже вы там полируете. И третьим там вы уже доводите до каких-то невероятного блеска какого-то. Но нам вполне хватает одной вот этой пасты, я ей очень доволен и использую только ее. Еще один частый вопрос у новичков: каким же инструментом полировать поверхность? Полируем только вот такой вот полировальной машиной, которая предназначена только для полировки. Не использовать никакие болгарки с регулировкой оборотов и тем более не полировать вот такой вот машиной. Этим инструментом вы никогда не отполируете. Это предназначено для шлифовки, но не для полировки. Просто некоторые там думают: а зачем мне покупать полировальную машину? Возьму вот это, поставлю и буду ей там елозить. Конечно, наверное, можно и этой машиной отполировать, ну там полгода ей работать, то, наверное, да, будет блеск. Теперь о насадках, которыми, в общем-то, нужно полировать поверхности. Я использую вот такой вот поролоновый жесткий круг. У этих поролоновых кругов есть жесткость, есть жесткие, есть средние, есть мягкие. Я использую всегда только жесткие, потому что им быстрее добиваешься результата, и блеск тоже получается нормальный. После того, как все отполировали и результат вас устраивает, нам нужно помыть поверхность и нанести воск. Он придает антистатические такие свойства и добавляет еще большего блеска. В прошлом видео мы обещали показать, как же выглядит мебель из эпоксидной смолы, которую мы делали своими руками и которую мы эксплуатируем у нас дома ежедневно и, в общем-то, беспощадно, я бы даже сказала. Вот сейчас вы увидите правду, во что превратились поверхности из эпоксидной смолы спустя достаточно много лет. Вот, например, стол с лицами из алюминия мы делали, наверное, уже порядка 8, если не больше лет назад. Он у нас находится в зале. Там бывает не только посуда и какие-то там мелкие принадлежности, ноги тоже туда закидываются. В общем, мы показываем вам также наш кухонный стол, комод из эпоксидной смолы, на котором стоит телевизор. Все это эксплуатируется ежедневно. Там находится зарядное устройство, там все время что-то, телефоны, планшеты и так далее, и так далее. Комод в ванной, столе, здесь вообще, да, без комментариев, потому что, ну, там вообще максимально интенсивная нагрузка на поверхность. И вот вы сейчас можете видеть, что там нету каких-то там мега царапин, там создаются микро царапины, которые создаются ровно так же на стекле, на лаковой поверхности, на камне, на дереве. Если кого-то там напрягает прям вот сильно, чтобы была глянцевая поверхность, со временем все это можно отполировать. Но вы своими глазами видите спустя много лет состояние смолы в плане в той же желтизны. Но мы сейчас говорим только за ту смолу, с которой мы работаем, за других производителей мы не можем отвечать. И вот, пожалуйста, вы можете сами увидеть, много ли там царапин и в каком состоянии находятся вещи, которые вы видите не на картинке, а непосредственно они находятся в доме в очень интенсивной нагрузке. Ну и напоследок, что я хотел сказать, это еще один момент. Чем же исправить какие-нибудь дефекты, которые появились после фрезеровки? То есть бывает такое, отфрезеруешь, и фреза бывает, вырывает такие кусочки мелкие, и вы уже понимаете, что больше вы шлифовать не сможете, а вот эта ямка, она остается. И как же это убрать? Да, это можно подлить эпоксидной смолой, кусочек там раз подлил, подождал, пока она застынет, и зашлифовать. Но бывает так, что нужно срочно, вот прямо вот сейчас нужно это сделать. Есть вот такой гель для ногтей. Это ультрафиолетовый гель, который можно нанести в эту ямку, засветить ультрафиолетовым фонариком, и он буквально через 2 минуты уже будет твердый, как эпоксидная смола. Если такого геля под рукой не оказалось, то можно использовать вот такой ультрафиолетовый клей для стекла. Он более такой немножко жидкий, чем гель для наращивания ногтей, но в принципе тоже подходит для мелких таких каких-то микротрещинок или каких-то мелких сколов. Также наливаете и ультрафиолетовым фонариком засвечиваете, и он становится твердый. Все, шлифуете, и его на смоле практически не отличишь, то есть там он практически не заметен.
Ну что же, все, что знаю, я вам рассказал. Надеюсь, эта информация вам поможет, когда вы будете заливать свой шедевр. Ну а мне осталось отполировать сейчас вот эту поверхность, также отполировать нашу жемчужину. Мы ее уже вот сделали, она еще не полирована. Финальную сборку всего стола и как будет смотреться весь гарнитур, это стол и кресло, мы уже посмотрим в следующем видео. Вот мы видим, здесь все у нас нормально, никаких проблем нет. А вот здесь, особенно по краям, ну, плохо отшлифовалось. Этот момент можно избежать тем, что взять на полировальную машину вот сюда и поставить вот этот мягкий 2000 диск. И также добавить пасты полировальной и вот этим диском с полировальной пастой еще раз пройтись, то есть, ну так, подольше пройтись, пока не уберутся вот эти вот косячки. Так, вот я буквально немножко прошел, и сразу у нас уже совершенно другой результат. Вот здесь я не проходил, вот мы видим, все вот в такой паутинке. И вот этой вот 2000 мягкой наждачкой с полировальной пастой проходим, пока они не уберутся. Вот когда они уберутся, все везде полностью, вот как здесь, ничего нет. Тогда полируем уже поролоновой до прям идеального состояния. Итак, друзья, мы подошли с вами к финалу. В следующем видео, которое мы выпустим не в следующее воскресенье, а через одно воскресенье, то есть через 2 недели, будет весь процесс, финальное видео. Мы надеемся сделать его интересным, даже если вы посмотрели все части этого изделия. Нам понадобится некоторое время доделать еще какие-то моменты в самом изделии и в монтаже, поэтому только через 2 недели мы выпустим. Если у вас возникли какие-то, возможно, вопросы по этому процессу, спрашивайте, мы ответим на них в комментарии. И напишите, пожалуйста, нравится ли вам наш новый формат, наши разговоры, диалоги и так далее, и так далее. Мы будем очень благодарны за обратную связь. Всем спасибо, кто принял участие в ответах на наши вопросы про ваше творчество. Подписывайтесь на наш канал, обязательно приходите на финальное видео. И, как всегда, огромное спасибо, что вы у нас есть.